There is a maximum response in this country, and every time the speaker comes, the hall is full. Самый большой ответ в этой стране происходит. И каждый раз, когда учитель приезжает, зал полон и даже переполнен. And that is why this country is so favorite for this person. И поэтому учитель так любит эту страну. It seems there is an yearning to be available to the energy of understanding, not merely remain amused in the entanglement with so many kinds of mental undertaking in which the human beings are available always. Only entanglement with mental undertaking. And therefore, energy of understanding languishes in the lurch. It is never surfacing. It is covered up by all kinds of stupid entanglements with mental undertaking, everywhere. But there are few countries, particularly in this Eastern Europe, where there is a yearning for the energy of understanding, energy of understanding, Chitti Shakti, energy of understanding. Так кажется, что в этой стране, в людях этой страны есть искреннее стремление быть доступными энергии понимания. Потому что повсеместно все, что есть лишь запутанность в различных умственных делах, которыми человек остается занят постоянно. И он так поглощен, человек, этими делами, этими своими стремлениями и желаниями, возникшими в уме, что он постоянно остается впутанным и запутавшимся в этой сети. И поэтому нет никакого шанса для энергии понимания как-либо просочиться за эту сеть. Но в некоторых странах, особенно в странах Восточной Европы, так кажется, что искреннего стремления к этой энергии понимания, которая на языке йоги называется читти-шакти, действительно больше, чем в других местах. And the speaker would like to request all of you to kindly switch off your mobile phones. Пожалуйста, выключите все свои мобильные телефоны. From the pressure and prejudice and paradoxes of I. Not from that. It has to be a listening from life, from a dimension of no I, not I, no I. That is the appeal. And therefore, the interruption by these mobiles, etc., is not welcome in such a situation. Учитель говорит из измерения, в котором полностью отсутствуют умственные образования, различные построения в формулировке, принадлежащие уму. Он говорит из измерения полной пустоты. Поэтому, если вы пришли сюда, вы пришли слушать, наверное. А раз вы пришли слушать, так, пожалуйста, слушайте своей жизнью, а не своим умом, который лишь оценивает сказанное, чтобы сравнить с тем, что в нем уже накоплено, для того, чтобы принять или отвергнуть, осудить или одобрить. Призыв тем, кто хочет что-то понять, слушать своей жизнью, слушать тем, что мы называем отсутствием «я», «не я». И в такой коммуникации сотовые телефоны могут очень помешать. Поэтому мы просим их выключить. The speaker speaks
from a dimension of total freedom from all kinds of borrowed mental ideas and conjectures and conclusions. It is speaking from an emptiness. The memory is supplying words. The throat is supplying the sound. But there is no speakership. There is only speaking, communicating. Communicating from the energy of understanding, not vomiting out borrowed concepts and conclusions. Учитель говорит из измерения, в котором полностью отсутствуют какие бы то ни было идеи, заимствованные знания и все прочее, он говорит из пустоты. Это не просто он тут пришел и извергает на вас поток чего-то, что где-то он позаимствовал раньше. Он что-то когда-то узнал, а теперь вам пришел пересказать. Совсем не так. Эта речь льется из полного отсутствия чего бы то ни было. Память, она предоставляет слова. Глотка предоставляет звук. Но совсем нет того, который что-либо говорил. Нет чувства у учителя, что вот я пришел, чтобы научить вас, чтобы сказать что-то вам. Эта сущность отсутствует в данном разговоре, в этой коммуникации нет того, кто говорит. There is speaking without the speakership. That is why the speaker is being referred to as not I, but just a speaker. Speaking is happening. There is no I doing propaganda and publicity. There is no I trying to influence you, trying to brainwash you. Just the whole yearning is to share something. Perhaps some freedom, some understanding, not undertakings, have happened in this speaker, and he wants to share this with the listener. So, can there be a listening without I listening? If it is I listening, it is only acceptance, rejection, justification, condemnation, intellectual pleasure and gratification. That is all that goes on. And that is okay in the political market or religious market. There people who wants to influence you, to get votes or to get money for the church and all that. But here there is no such thing. So therefore, here the invitation is sharing in the process of independent flowering in understanding. It is not influencing anybody by another body. В этой коммуникации есть лишь процесс и нет деятеля. Нет того человека, который бы хотел прийти и чему-то научить вас, навязать чего-то вам, повлиять на вас каким-либо образом. Он не пришел сюда, в смысле учитель, чтобы пропагандировать что-либо, агитировать за что-либо. Ему не интересна вся эта игра, жизни не интересно повлиять на кого-либо. Это может быть интересно тем, кто что-то хочет от вас, политикам, духовенству. Они пытаются навязать что-то и повлиять для того, чтобы контролировать и обогащаться. Но в данном случае нет того, кто бы был заинтересован во всем этом. Потому что
жизнь, она не интересуется в том, чтобы повлиять на кого-либо. Жизнь – это цветение, уникальное в каждом живом существе. И, может быть, все, что сейчас есть, это искреннее желание, искреннее стремление разделить со слушающими нечто, что, может быть, можно назвать свободой или радостью, нечто, что происходит в этом теле, в смысле в теле учителя. Вот и все. Поэтому, если вы хотите, вы, пожалуйста, слушайте в том же самом измерении. В измерении, в котором отсутствует говорящий, и в измерении, в котором отсутствует слушающий. Что значит отсутствие слушающего? Это значит, нет того «я», который слушает, который сравнивает, одобряет, осуждает, выносит суждения. Потому что такое слушание – это лишь полное отрицание, отвержение вот этого процесса, который происходит. Процесса, в котором отсутствует личность, но присутствует сущность. The Guru is not a personality. If it is a personality, it is only a good name for the ego. And it is only a network of vanity and vested interest. It is not a personality. Гуру – это не личность. Если гуру – это личность, то это все еще сеть шкурных интересов и тщеславных замыслов. Настоящий гуру не является личностью. And similarly, the discipleship is also a process. It is not a personality. If it is a personality, it will be only indulging in becoming. Only some pursuits, some cravings, some wanting and getting. But if it is a process, it is the profound isness. Not I-ness, isness. It is the profound existential energy of understanding. So, is it possible that the communication is happening between two processes? A guru process and a disciple process. And when both are in process, there are no two. There is Advaita, there are no two. И точно так же, как гуру не является личностью, ученик тоже не является личностью. Это лишь некий процесс. Потому что если в этом процессе присутствует я ученик, все бесполезно. Это замкнутый круг. Я не может слышать, потому что я постоянно занята своими стремлениями, желаниями что-то получить, чего-то достичь, чем-то овладеть. И этот процесс постоянной активности, он блокирует коммуникацию. И вот таков призыв. Пусть слушает этот процесс, сущность. Тогда, если гуру – это процесс, в котором отсутствует я, личность, и ученик – это процесс, в котором отсутствует это я, личность, тогда нет двух отдельных процессов, есть лишь единая сущность. И нет двух – это величайшая мудрость восточная, которая называется словом Адвайта. When both teaching and learning is happening, in the process there are no two. Когда и учение, и обучение происходит в русле такого единого процесса, тогда нет никаких отдельных двоих. And the ancient sages of humanity
they stopped by saying Advaita, there are no two. They never said there is one. Why? Because moment you say one, that is an invitation for the two. There is no way you can say one without inviting the two. So therefore, they never said there is one. They simply said there are no two. And it is true. Because there is no one. There is noneness. That noneness, that emptiness is the wholeness, the wholeness. И мы не говорим, что есть тогда что-то одно, если нет двух. Древние мудрецы, человечество, когда они сказали Адвайта, они остановились на этом. Они сказали нет двух. Но они не продолжили. Они не сказали есть что-то одно. Потому что как только мы говорим, что есть что-то одно, то мы немедленно порождаем что-то второе. Один всегда приглашение для последующего. Поэтому мы говорим нет двух, и это все, что можно сказать. Метафорически можно сказать, что нет ничего, но это неверно. Потому что это ничего является всем. Оно всеобъемлющее, и это единственное, что есть святое. Ну, если можно так сказать. There is a beautiful dialogue in one of the Upanishads. The student is asking the teacher, what can be the most profound wisdom for humanity? And the teacher said, Advaita, there are no two in the inner being. That fragmentation in the inner being, I and my content of consciousness, this division is totally false. There are no two. That is the greatest wisdom for the humanity. The student understood this, that was the intensity of listening. He understood that I is coming only as a false fragmentation from the content of consciousness. And that becomes the self-sustaining system of the content which constitutes the consciousness. He understood that. That was the dimension of listening. And after understanding, he asks, oh, what wonderful things he just now said. But can you tell me what prevents this energy of understanding is in the human beings? Then the teacher says, Upadhi, the titles. And the unfortunate thing is, those who claim to be wise, they are full of titles. Paramhansa, Paramacharya, Paramananda, Anand Giri, Swami, Pope, Archbishop, Cardinals, Imam, Mullah, titles galore. And the ancient sages said, it is the titles which prevents the perception of truth. Есть прекрасный диалог в древних Упанишадах. Ученик спрашивает учителя, какова может быть величайшая мудрость для человечества. И учитель говорит Адвайта. И такова интенсивность слушания в этом процессе, что вопросов больше нет у ученика. Такова энергия осознания, такая четкость восприятия, что ученик осознает эту мудрость. Он понимает, что все, что происходит, он понимает, что если мы говорим один, то мы немедленно порождаем второго, и начинается вся эта игра внутри коридора противоположности, внутри противостояния одного и другого. Этот механизм, который поддерживает сам себя. И пораженный этой мудростью, он спрашивает, так что же препятствует человечеству постичь эту мудрость? И учитель отвечает, Адвайта,
упадхи. А что такое упадхи? Упадхи — это наименования, ярлыки. Но парадокс в том, что люди, которые учат мудрости сейчас, в наше время, это люди, которые сами являются лишь ярлыками и наименованиями. Парамахамса, Парамачарья, епископ, свами, мулла, имам. И что только нет. Целая бесконечная череда титулов и ярлыков. И вот эти люди, они должны учить вас мудрости. Это абсурдная ситуация. Вы готовы учиться мудрости у наименований. У тех наименований, которые блокируют любую мудрость в человечестве, любое понимание. Sometimes the speaker is not able to halt. It's a long sentence, and that may be difficult for the translation person who is really dedicated and a very good brain, but still may miss. So may I request a person like Sergei Doschenko to take a small chair there and sit here, so that if she misses something, she can point out that this is something that has been missed. Is it possible? Is it necessary to do that? Yes. It's not necessary to do it because the translation is correct. But then, because we don't want anything to be missed. So just as a watch, in English it is called watchdog. And there is nothing derogatory about the word dog. Dog is godly because D-O-G, G-O-D, almost all opposites contain the elements of its own opposites. That is why the bhakti, non-divisive, non-separative consciousness in dog is the best, very much loyal bhakti. Bhakti means no vibhakti, no division. And where there is no division, that is divinity. So dog, when his loyalty is total, no division. Therefore, dog is also divine. So there is no difference between dog and God. I'm sorry. Учитель говорит, что иногда он не может сдержаться и говорит слишком длинное предложение, которое может быть трудно для переводчика, несмотря на все его хорошее расположение, преданность и хорошие мозги. Поэтому он просит кого-либо, кто хорошо знает английский, например, Сергея, взять стульчик и сесть сюда, на всякий случай, чтобы помочь, потому что ничего не должно быть упущено. И учитель говорит, все равно, что бы то ни было, даже если кажется, что переводчик справляется, нам нужен сторожевой пес. И ничего нет обидного в слове пес. Игра слов по-английски. И Гуруджи говорит именно так. Пес и Бог — это одно и то же. Точно так же, как санскритские слова бхакти и бхакти. Бхакти означает преданность, а бхакти — разделение. И бхакти считается божественным. Так вот этот самый пес, в тот момент, когда он полностью предан, и есть Бог, потому что в этот момент в собаке отсутствует разделение. Если кому-то это причиняет неудобство, услышать, что собака и божественное — это одно и то же, учитель просит прощения, но так и есть. Тотальная преданность, которую собака олицетворяет, это высший бхакти, а значит абсолютно... No vibhakti is bhakti. Freedom from vibhakti, freedom from the separative process in the consciousness, that is bhakti. Non-divisive awareness. Свобода от разделяющего сознания, сознание — это и есть бхакти. Разделяющее сознание — это то я, о котором мы только что говорили.
И это и есть преданность, нет никакой другой преданности, кроме свободы от разделяющего и порождающего рознь «я» в измерении сознания. So the speaker had to say this to make sure that my friend Sergei is not does not feel insulted by the word dog. Because I said watchdog. He may say, what? I am a top businessman and he's calling me dog? This fellow from India, oh my. So that he does not feel that way. That is why this little explanation has been given. И учитель говорит, что он вынужден был объяснить это, чтобы Сергей не обиделся, потому что Сергей может сказать, как так, этот человек называет меня псом, я его друг, и я очень бизнесмен высокого класса, а он так говорит про меня. И поэтому вот это небольшое разъяснение понадобилось. So, it is only as a matter of care we requested him to be here, so that nothing is missed, because every word is not merely word, it is full of wisdom, no word. One has to listen behind the word, beyond the words, to be able to capture the wisdom that is being communicated. That is why this request that let there be a watchdog to see that nothing is missed. Это вопрос тщательной заботы и внимания. Поэтому мы просили Сергея тут быть, чтобы ничего не было пропущено, потому что все слова, которые говорятся тут, это не просто слова. В каждом огромная мудрость. Это можно сказать, что даже не слова, это не слова, но ни одно не должно быть упущено. И вы, говорит учитель, можете ли вы слушать эту мудрость, которая сокрыта в словах, слушать за словами, вне слов? So first of all, let us straightaway share the basic wisdom of today, that is the pre-initiation communication. And this basic wisdom is actually the part 1 of Kriya-yога. Kriya-yога has 3 parts. Svadhьяя, tapasa, Ишвара-пранидхана. Today, the part 1 is happening. That is why the speaker was telling that it is not a lecture or a propaganda. We are actually sharing the part 1 of the most profound wisdom of Kriya-yога. И поэтому, говорит учитель, давайте сейчас непосредственно перейдем к фундаментальной мудрости Крия-йоги, которая на самом деле является первой и основной ее частью. Он уже говорил, что это не пропаганда, это не агитация. Сегодня первая часть программы инициации в Крия-йогу. И вот эта вот фундаментальная мудрость, которую он хочет сообщить вам, является первой частью этой программы, первой частью Крия-йоги. Вы пришли на программу инициации в Крия-йогу. And these 3 part, that means trinity of Kriya-yoga, is called Svadhьяя, tapasa, Ишвара-пранидхана. Today, the part 1 Svadhьяя is happening. And this Svadhьяя is the essence of the Sankhya understanding of the ancient humanity. And tomorrow there will be tapas, and that will be the essence of yoga understanding of Patanjali. The Sankhya understanding is from sage Kapilacharya.
the yoga understanding is from the sage Patanjali. Then the next day, that is day after tomorrow, will be the Ишвара-пранидхана. That will be the third dimension of this Kriya-yога, which is the essence of Advaita Vedanta, which is from Maharshi, the sage Vyasa. The Kapilacharya, Patanjali, Vyasa. Sankhya, Yoga, Advaita Vedanta. Свадхьяя, Тапаса, Ишвара-пранидхана. Крия-йога тройственна и имеет три неотъемлемых аспекта, которые называются Свадхьяя, Тапас и Ишвара-пранидхана. Сегодня первая часть, которая называется Свадхьяя. И эта Свадхьяя – это суть Санхьи, та мудрость, которую передал человечеству Махариши Капилачарья. Завтра то, что будет происходить, будет называться тапасом. И это суть йоги, мудреца Патанджали. А послезавтра третья часть Крия-йоги, которая называется Ишвара-пранидхана, относится к мудрецу Вьясе и мудрости человечества, именуемой Адвайта Веданта. Крия-йога триединая, имеет три неотъемлемых аспекта. Это Свадхьяя, Тапас и Ишвара-пранидхана. И по-другому это называется Санхья, Йога, Веданта. Мудрость, принадлежащая мудрецам, переданная мудрецами Капилачарьей, Патанджали и Вьясой. Now, this is a superior level of the energy of understanding, only for the good brains. But those who are not available to this dimension of brain, for them, they have also the another level. It is called Vaisheshiki Mimamsa Nyaya. That is based on belief systems, reward and punishment, promises and threat. These are all good names for greed and fear, all the mental formation and formulation. And those who cannot come to this level, let them remain amused there. This is the most profound wisdom of the sages. They didn't want to disturb those who doesn't have the brain to come to that superior level. Let them remain there. We need not disturb them. But those who have got the real good brains, the energy of understanding, only they are invited to this superior dimension of understanding. Sankhya Yoga, Advaita Vedanta, or this Svadhyaya. И эти три, это Санхья, Йога и Адвайта Веданта, являются высшим уровнем индийской мудрости, высшими учениями, которые сохранились и передаются в Индии. В Индии есть еще три, которые имеют более низкое значение. Это Вайшешика, Ньяса и Мимамса. Эти 6 основных даршан индийских рассчитаны на разных людей. Первые 3 для тех, у кого действительно хорошие мозги, кто стремится к энергии понимания в ее чистом виде. А вторые 3 для обычных людей, которым нравится оставаться занятыми различными формулировками и ментальными упражнениями, дебатами и представлениями обо всем на свете. Мудрецы древние были очень мудрыми, и они не желали беспокоить мудростью, высочайшей мудростью тех людей, которые к ней не стремятся. Поэтому для тех людей, которые предпочитают оставаться, развлекаться в своем невежестве, они дали еще 3 учения, еще 3 дисциплины. Но вот эти 3, Санхья, Йога и Веданта, или Свадхьяя, Тапаса и Ишвара-пранидхана, это учение для тех людей, у которых по-настоящему острый интеллект, хороший мозг. А остальные могут не беспокоиться и оставаться занятыми ментальными развлечениями.
And that is why we say that those who want to be available to the process of initiation, which is going to happen tomorrow, so, and it is a very profound thing that is going to happen. But as a preparation, as a first step, they must be available to the pre-initiation talk, because that is the part 1. Only then the one can go to the part 2. So people coming straight away for initiation, we usually discourage them that please don't do that. Come for the pre-initiation talk and then come for this. That's the proper way. But sometimes some people, very sincere people, but they have some problems. Or there are some very sincere people, those who have heard the talk today, they go and say, oh, this is something very special and very profound. It is not a pep talk, not a phony baloney. So, and they say this is something. Then they say, oh, I have missed. But no, I don't want to miss. I want to be available. Such people, not just a superficial curiosity. We say, okay, you can come, but then you have to compensate today's loss. That means the loss of the part 1 of Kriyya-yога by reading some messages. Because the speaker, in order to remain in touch with the devotees, he goes on sending messages. And there is a website which contains, the latest number is 238. So out of this, there are 3 messages. One is message number 35, which was an interview given to Spanish journalist, short one. That gives some understanding about what Kriyya-yoga is. Then there is a message 53, 35, 53, just opposite, 3553. And then there is a message number 2 together, 199 and 200. That was the interview given by the speaker to Ukrainian Yoga magazine. So if one can study and contemplate on these 35, 53 and 199, 200, that happened by not attending today's talk, can be compensated, and therefore attending the second day and third day, that is tomorrow and the after tomorrow, will still be beneficial. But the condition is these messages should be thoroughly read and understood. And the Russian translations are available for these messages. И сегодняшняя беседа является первой частью Крия-йоги. Это Свадхьяя. Некоторые люди, они хотят прийти сразу за техниками. Завтра на вторую часть. Но это неправильно, потому что это очень глубокая вещь, и она начинается сегодня. Но бывает такая ситуация, что некоторые очень искренние люди, не просто люди, которые полны поверхностного любопытства или пришли что-нибудь такое, узнать еще что-нибудь, они по какой-то причине не могут прийти в пятницу. Например, у них работа, или они живут где-то в другом городе, или другие причины у них есть серьезные. Но они искренне хотят понять, что же такое крия-йога. Для таких людей есть компенсация сегодняшнего дня. Тот убыток, который понесли те люди, которые не пришли сегодня, можно будет наверстать с помощью посланий. Учитель, он остается на связи с учениками посредством посланий. Он постоянно пишет письма ученикам. И вот последнее письмо, оно имеет номер 238. Все эти послания опубликованы на сайте. И среди посланий есть 3. Номер 35, номер 53. 53 ровно противоположное число. 35, 53. 35-е послание – это интервью, данное вроде бы в Испании. 53-е послание.
И еще послание 199 и 200. Эти два послания объединены как бы... Это одно послание, разбитое на две части. Вот те люди, которые сегодня не пришли, но хотят наверстать эту свадхьяю и прийти завтра на инициацию, условие такое, они должны очень тщательно, очень искренне изучить эти три послания, понять, что же в них написано. Ну, 4 послания, которые на самом деле 3. Такое условие. И тогда, может быть, до какой-то степени это будет компенсировано, это не присутствие сегодня здесь. So, let us first of all directly hit the essence of this Svadhya. So, and then we will elaborate also after this, seeing the essence. The essence is, all knowledge is division. Moment a knowledge is stored up in our experience structure of the memory, that knowledge immediately splits up into I and my knowledge. The knowledge projects an I. This division in the separative side, in the brain, then memory, and memory is storing up all knowledge. So this knowledge immediately splits into I and my knowledge. Now, this is very beneficial in the technical world, because this I acts as a coordinator of the technical knowledge, and it helps this I to perform with excellence and perfection. And he enjoys this role of coordinator. I'll give an example. Say technical knowledge means, say the knowledge of cooking, knowledge of carpentry, the knowledge of tailoring. So, the cooking knowledge will produce an I, and that I will know how to utilize this knowledge for best food, preparing best food. What kind of ingredients, what kind of cooking, what kind of temperature, what kind of utensils, and everything. And then this coordinator can also innovate, can discover new types of food and cooking more tasty. That is possible. So the technical knowledge and the split of this knowledge into I and my knowledge is very beneficial in the technical world, provided the I remains only as a coordinator, not as a psychological continuity point. I, you. Then this I will demand that I am the best cook. And if any other person doing better cooking, there is a lot of jealousy and a lot of aggression. How to destroy that reputation of that person? I must be supreme. So, if the division in the technical world of knowledge, where the I is functioning only as a coordinator, is a blessing. It is responsible for all kinds of development and discovery in the technical and scientific world, in any field, not only cooking, in science, medical, engineering, everywhere. So, this is a blessing. And then we will consider, this is external, that is centrifugal dimension. The external knowledge, technical knowledge producing I and I functioning as a coordinator is blessing. This let us understand, then we will go to the inner world and see what is happening there. Поэтому мы сейчас перейдем напрямую к сути Свадхьяи и Крия-йоги.
Учитель говорит, что любое знание немедленно порождает разделение. Такой механизм функционирования мозга во внешнем мире. Любое впечатление, откладываясь в память, превращается в знание. И знание немедленно расщепляется на два. Я и мое знание. Знание выдвигает из себя координирующего знания «я». И во внешнем мире это большое благо. Это координирующая сущность, которая называется, которая как бы является деятелем. Потому что иначе без нее знание не может управляться никаким образом. Для того, чтобы управлять всеми теми знаниями, всеми теми впечатлениями, которые откладываются в структуре памяти, необходимо я, необходима эта сущность. В любом деле, в любой внешней активности я — это огромное благо. Например, возьмем приготовление еды. Знания о разных видах продуктов, о способах их приготовления, они сохраняются в теле. И эти знания выдвигают из себя координирующее «я», которое может управлять этими знаниями. Тогда это расщепление может произвести работу во внешнем мире, может приготовить еду. И в этом измерении возможно обучение, возможно развитие, возможны инновации. Я могу узнать о новых продуктах, я могу приготовить новые виды еды, я могу изобрести новые способы приготовления пищи. И в этом смысле я большое благо. Мы говорим о техническом я координирующем знания, которое, как учитель говорит, автоматически выдвигается из поля знания. Таково устройство мозга, и это необходимо во внешнем мире, иначе мы не могли бы функционировать. И приготовление пищи — это лишь пример. Это координирующая сущность, она нужна везде вокруг. Благодаря ей возможно развитие, прогресс везде, в науке, в искусстве, где угодно. И учитель подчеркивает, что он говорит о техническом, координирующем «я», не психологическом «я». Психологическое «я» — это уже не координатор знания, это точка продолжения конфликта, точка увековечивания самого себя. Например, как в примере с приготовлением пищи, если я не просто готовлю еду, а считаю себя хорошим поваром, вот это «я» уже не координирующее, это уже психологическое «я». Тогда оно начинает порождать всякого рода конфликты вокруг. Оно следит за тем, чтобы вокруг не было никого, кто мог бы назваться таким же хорошим поваром. Или если появляется кто-то, кто готовит лучше меня, то это «я» порождает зависть и очень много горьких чувств и желания как-нибудь скомпрометировать этого человека и так далее. Не об этом «я» мы говорим. Мы говорим о координирующем знание «я» внешнем, которое очень полезно и большое благо. Теперь что же происходит внутри? Now let us see in the inner dimension what is the centripetal dimension of our consciousness. What are the contents of this consciousness, which is constituting this consciousness, the tangible consciousness? What are the contents? Let us look at ourselves. The greed, of course we don't say greed, we say ambition. So, then fear, we don't say fear, we say just nervousness, just anxiety. These are the contents. And with this, there is conflict, ache, agony, and then there is demand for solace, consolation, assurance, demand for belief systems, and therefore supply of belief systems. Hindu belief system, Muslim belief system, Christian belief system, Buddhist belief systems. These are our contents of consciousness. Just look at yourself. All the borrowed second-hand harangues from books, from the
the lectures and propagandas of other people. That is also producing the division, I and my content. These contents, there it was the technical knowledge, and it was producing the I which is coordinated. But this, when it is producing this I, it becomes a self-sustaining system of this pollution. These are all mental pollutions. And this I becomes a self-sustaining system. It is a spurious split. But that split is good there in centrifugal, but here is a disaster. Because that helps to maintain this content. We cannot get rid of the content because of this protective mechanism that the content runs into by splitting it into I and my content. It is not that I have fear and I have no fear, and I can do something to control fear, overcome fear. I is fear. The fear is I. There are no two. Advaita. The split is totally spurious. So whatever I is doing to combat fear, to control fear, it is the fear which is doing under the banner of I. This illusion, this false fragmentation, this spurious split, it is doing that. And it is giving continuity and complication. Is it possible to understand this? That requires a terrible good brain. That is why this Sankhya Yoga Vedanta is for people they really want to blast into the energy of understanding. So there are no two. And breaking two is the game of continuity in this content. All our greed, our fear, our belief systems, everything is getting continuity. It is all material process. Brain is matter. The memory in the brain is also matter. And all the contents of the memory is also material. There is nothing spiritual in that. Is it possible to understand this? That is the beginning of understanding of the affairs of the inner dimension of consciousness. And if this is understood, there will be radical change in your consciousness. It can never be the same. It will not be a peripheral adjustment, a marginal embellishment of some behavioral pattern, but it's a radical change. A tremendous energy of silence and understanding. Tremendous peace. This depth is immeasurable. А теперь что же происходит внутри? Мы разобрались с тем, что происходит вовне. Мы поняли, что знание немедленно порождает разделение, фиктивное разделение на «я» и «моё знание». Во внешнем мире это «я» необходимо, чтобы координировать знания для достижения результатов во внешнем мире. Но что же происходит внутри? Какие знания внутри нас хранятся? О чем знания? Каково содержимое нашего внутреннего сознания? Если содержимое внешнего сознания – это знания о вещах, о внешних, таких как еда и способы приготовления пищи, то каковы эти знания во внутреннем пространстве? Что это там происходит внутри меня? У каждого происходит одно и то же. Вы загляните в себя. Что внутри меня находится? Внутри меня находится моя алчность, жадность. Конечно, я не называю это алчностью, я называю это хорошим словом, социально приемлемым, стремление, амбиции, красивым словом, которое социально поощряется. Внутри меня страх, но я не могу назвать его своим именем, поэтому я говорю, что внутри меня беспокойство, возбуждение, может быть, тревога какая-то. Я даю различные красивые имена основному контенту, основному содержимому моего сознания, страху и алчности.
Посмотрите, это ведь то, что находится у вас внутри, у каждого из нас. Но еще там находятся всякие разные идеи, заимствованные из книг или от каких-то учителей, которые вы где-то подчерпнули. Все это представление обо всем на свете. Вот этот контент сознания нашего внутреннего. Страх, алчность и представление обо всем на свете. Но механизм знания таков, что немедленно знание порождает из себя знающего. Эта сущность, она не является отдельной. Это лишь кажущаяся отдельной, фиктивно отдельная сущность. Несуществующее разделение на знание и знающего. На самом деле нет двух, а два это. Но это фиктивное разделение, оно необходимо во внешнем мире для функционирования тела. И автоматом оно переносится внутрь. Вот таким образом весь мой контент, сознание, этот никчемный контент, я, который порождает вот это никчемное внутреннее я. Если во внешнем мире я полезна, то внутри что это такое? Это страх порождает фиктивное отделение от себя. Я. И вот это я теперь пытается бороться с этим страхом и что-то с ним делать, или бороться с беспокойством, или бороться еще с чем-то. На самом деле нет никакого отдельного я. Это страх, который пытается сделать сам что-то с собой самим же. Можно ли это увидеть? Гуруджи говорит, что это очень просто увидеть. Это фиктивность разделения на знающего объект и объект. И если только это будет увидено во внутреннем пространстве, учитель говорит, что вы никогда не будете теми же самыми. Это не будет заимствование еще одной идеи, которых и так очень много уже в сознании, которые на самом деле не что иное, как загрязнение сознания, которые мы называем ментальными загрязнениями, умственными загрязнениями. Это будет колоссальная энергия понимания, которая преобразит все ваше существование, все ваше существо. И тогда огромная тишина станет доступна в этом теле. И ничто не сможет поколебать вас, вы не будете доступны никакому страху и беспокойству никогда больше. Но чтобы увидеть это, простую вещь, говорит учитель, нужен колоссально, потрясающе хороший мозг. Очень острый, очень мощный. И это не что-то фальшивое. Это что-то потрясающее, если это может быть увидено напрямую. Вы никогда не будете теми же самыми, говорит учитель.